Итак, я прикрепил к этой доске изображение человеческого мозга. Почему я это сделал? Потому что я изобрел наиболее рациональный вид мышления. В этих фильмах идет речь о техническом изобретательстве. Но в принципе мой метод годится для любого вида умственной работы. Здравствуйте, я Валентин. Мы приступаем к очередному занятию по решению логических задач. В прошлой части я сказал, что в этой части я перед собой уже поставлю задачу, которую буду решать, и мы приступим к работе. Иными словами, я приступаю к серии занятий на тему «Как стать профессиональным изобретателем». Ну а теперь посмотрите на мои руки. Неважно, что правая рука немножко трясется, это к делу не имеет никакого отношения. Рука человека довольно сложный механизм. Каждый палец состоит из 3 костей, кроме большого пальца, который состоит из 2. А теперь я попытаюсь объяснить, как работает человеческий мозг, когда человеку нужно взять какой-то предмет, например, с этого стола. Допустим, я взял этот предмет. Сначала, сам того не осознавая, я по отражению света об этот предмет определил, какой он точно формы. По каким-то другим признакам я определил, сколько он весит и так далее. Если мне его надо переставить в другое место, человеческий мозг проделывает еще огромное количество операций. Теперь давайте немного отвлечемся и поговорим о транспорте. Представьте себе, что транспорт бы развивался совершенно по другому сценарию. То есть история развития транспорта была бы другой. Короче говоря, человек бы использовал вместо автомобилей механические лошади. Это понятно, что без электронного мозга, который управляет механической лошадью, ездить невозможно. То есть этот мозг должен быть почти таким же сложным, как и человеческий мозг. Не правда ли какой-то идиотизм? Но еще в древности появилось такое гениальное изобретение, как колесо. То есть крутишь руль, переключаешь скорости, нажимаешь на педали, и никакого электронного мозга и программного обеспечения. На мой взгляд, колесо – это самое гениальное изобретение всех времен народа. Но в чем проблема? В том, что робототехника развивается именно по тому идиотскому сценарию, который я описал. То есть, чем более сложная конструкция у механической руки, тем меньше нужно электроники и программного обеспечения. Короче говоря, если я изобрету на курсе этих занятий механическую руку, которая будет более совершенна, чем человеческая рука, то можно будет добиваться различных целей без
сложного электронного мозга и еще более сложного программного обеспечения к нему. Итак, на курсе этих лекций я буду изобретать механическую руку. Ну, а теперь поехали. Я оцениваю в баллах задачу, которую я себе поставил. То есть, с точки зрения ее эмоционального воздействия на меня. Или насколько мне приятно или противно о ней думать. Ну, я должен подумать около 5 секунд. Я ее оценил в минус 3 балла по 20-бальной шкале. Теперь я смотрю на эти предметы, которые являются аналогиями. Этот предмет я оцениваю в плюс 5 баллов. Этот предмет плюс 6 баллов. А руку, если я не ошибаюсь, я оценил в минус 5 баллов. Может быть, я и ошибся сейчас, но это не имеет никакого значения, потому что оценка – это субъективная вещь. Настроение человека меняется, оценка тоже меняется. Короче говоря, руку я оценил в минус 5 баллов, оцениваю заново. Этот предмет в плюс 5 баллов, этот предмет в минус 4 балла, этот предмет в минус 5 баллов. Показываю его. Это рулетка. То есть она будет служить основой для модели, первоначальной модели. Теперь я беру эту рулетку, показываю ее вам. И выбираю ту часть рулетки, которая меня больше всего заинтересовала. Меня заинтересовал вот этот вот крючок, на который ее можно повесить. То есть я отгибаю и прикрепляю ее к какой-то доске. Итак, я рисую этот крючок. Здесь располагается шуруп или винт, скорее винт, рассчитанный на отвертку X. Здесь отверстие в его задней части. Ну, в общем, теперь нас эта рулетка совершенно не интересует. Остановлюсь на своем эскизе. Что он мне напоминает? Он мне напоминает чем-то слоновый хобот. Сейчас я объясню почему. Вот слоновый хобот. Почему он мне напоминает эту часть рулетки? Потому что так же, как здесь есть отверстие, на слоновом хоботе есть тоже отверстие и палец,
который слон очень часто использует. Выходит, что такое же устройство нужно использовать и в робототехнике. Ну, теперь я немножко подумаю и, пользуясь, если так можно сказать, классической логикой, а не той, которую я изобрел, попытаюсь развить эту идею. Я извиняюсь, я должен немножко подумать, потому что задача сложная. Развиваю эту идею. Итак, резиновый конус в отверстии конуса несколько механических пальцев, как палец слона хобота, как палец хобота слона. Вот такое вот устройство. Попытаюсь развить дальше и эту тему. Но время съемки подходит к концу. Я ее разовью, эту тему, в следующем фильме. До новых встреч!